Большое спасибо донатерам, которые поддерживают мой канал. Усата понял, что падение может быть достаточно, чтобы убить его, поэтому он сразу же начал использовать свою исцеляющую магию, чтобы убедиться, что сможет выжить. После того, как он залечил все свои мелкие царапины, он понял, что он не вернется, не победив великого Гризли. Несмотря на ужасающие характеристики монстра, Усата сказал себе, что уничтожить его будет проще простого. Однако он сразу же в страхе убежал, когда один из них появился позади него. Ему не удалось убежать от монстра, но он думал, что это ничто по сравнению с Роуз на тренировке, поэтому он решил драться. Однако позади великого Гризли появились два синих Гризли, поэтому у него не было другого выбора, кроме как снова сбежать. Ему удалось стряхнуть их, спрыгнув в водопад. Усата нашел безопасное место, забравшись на одно из огромных деревьев. Проверив свои припасы, он начал называть Роуз демоном, когда заметил, что она даже не дала ему ничего, чтобы разжечь огонь. На следующий день Усата проснулся рано и искал подсказки, которые помогут ему найти великого Гризли. В то же время он услышал какой-то шорох из кустов, поэтому он насторожился, но, к счастью, это был всего лишь раненый черный кролик. После исцеления кролика Усата продолжил поиски великого Гризли. Однако кролик продолжал следовать за ним. Усата подумал, что он хочет направить его к медведю. После некоторого времени, следуя за кроликом, он обнаружил, что медведи мирно спят возле своей пещеры. И он понял, что они семья. Потом Усата взял немного воды из реки, но боялся ее пить. Но у него не было выбора. Он был удивлен, увидев черного кролика. На следующий день он почувствовал сильную боль в животе из-за воды, которую он выпил. Усата изо всех сил старался справиться с болью с помощью своей исцеляющей магии. После того, как он выздоровел, черный кролик отвел его туда, где он мог взять немного питьевой воды. Однако он заметил, что кролик, похоже, чего-то боялся. Усата удивился, ведь он даже не боялся медведей, но понял, когда увидел гигантскую змею между деревьями. Он смог сказать, насколько оно опасно. С тех пор прошло 4 дня. Он продолжил наблюдать за медведями. Они ему нравились, но ему все равно нужно было победить великого Гризли. На следующий день он решил сделать это, но кролик пытался помешать Усата, поэтому он решил хотя бы подождать, пока дождь прекратится. Он двинулся к пещере медведей, однако он увидел лишь труп великого Гризли и его синего партнера. Он думал, что у него будут проблемы, если Роуз узнает, что его добыча была украдена. Он был уверен, что гигантская змея была ответственна за смерть медведя. Из-под обломков появился синий детеныш Гризли. Он был в слезах, видя своих мертвых родителей. Усата был раздражен тем, что его добычу украли, но он также хотел отомстить. Усата сказал синему Гризли подождать, но он также искал змею, используя свой нюх. Кадзуки и Инуками узнали, что прошло 10 дней с тех пор, как Усата начал тренироваться в лесу. Кадзуки подумал, что 10 дней это слишком долго, но Тонко ответил, что Роуз решает все. Инуками заметила, что Кадзуки ужасно взволнован, когда дело касается Усата. Он спросил, не волнуется ли она, на что она объяснила, что все должно быть хорошо, поскольку это было запланировано Роуз. В то же время Усата подготовился к битве со змеей, после чего попросил кролика помочь ему найти змею. Сначала он колебался, но понял, что Усата настроен серьезно. Спустя время он находит гигантскую змею. Сначала он пытается убежать из-за страха, но затем замечает того же медвежонка, который пытается сражаться со змеей. Таким образом, не имея другого выбора, Усата тоже решает сражаться. Ему удается уничтожить один из глаз змеи, затем змея кусает Усата за руку, но ему удается контратаковать, используя свой нож. Медведь также помогает Усата, затем Усата удается вырубить змею ударом. Смерть. Через некоторое время змея снова начинает двигаться, но Усата не может пошевелиться. Он измотан из-за слишком большого использования магии лечения. Жизнь Усата проносится перед его глазами, и затем он выражает свой гнев на Роуз. Но внезапно Роуз приходит и мгновенно побеждает змею. Оказывается, кролик – домашнее животное Роуз, и Роуз послала присматривать за Усата. Роуз также говорит, что она всегда была в непосредственной близости, и говорит, что вмешалась бы, если бы дела пошли плохо. Она также рассказывает, что никогда не ожидала, что Усата победит великого Гризли. Она хотела, чтобы он набрал некоторый опыт, сражаясь с более сильным противником. В то же время медведь становится очень привязанным к Усата. Усата был удивлен, когда Роуз сказала ему, что он будет с ней в авангарде, чтобы лечить раненых на войне против армии демонов. Усата сомневался, что сможет это сделать, но он также спросил о роли Тонго и остальных из команды и еще 2 целителей. Роуз объяснила, что у них разные роли. Армия демонов закончила подготовку своих войск. Повелитель демонов попросила Милу возглавить армию. Но он напомнил ей, что хотя он ожидает от нее максимальных усилий, ей не нужно сражаться насмерть. Мила пообещала сделать все возможное. Хьюри-Лук, один из докторов, дразнила Милу, когда увидел, что она все еще нервничает после встречи с повелителем демонов. А Мила была недовольна его поведением, поэтому она проигнорировала его и ушла.
Однако он сказал ей, что его работа идет гладко, и предложил показать ей их новейший прототип демонического монстра. Это была та же самая гигантская змея, с которой столкнулся Усата. Амила вспомнила, что предыдущая версия пропала после того, как убежала раненая от Сиглиса. Однако Хьюри Лук заявил, что нынешняя версия намного сильнее, и Амила надеялась, что это правда, поскольку она знала, что будет больше людей, которые будут более неприятными по сравнению с Сиглисом. Хьюри Лук спросил, не имеет ли она в виду похитителей, и Амилия подтвердила и объяснила, что хотя они не сражаются, они находятся в центре боя и будут нести раненых в тыл. Она также добавила, что их лидер первоклассный боец, который повсюду на линии фронта исцеляя людей. Она также знала, что Роуз затаила глубокую обиду на ее хозяина и хотела с ней сразиться лично. Хьюри Лук напомнил Амилии, что на этот раз она командир, поэтому она не могла сама пойти в бой. Из-за этого Мила решила послать вместо нее бессмертного мага тьмы и черного рыцаря. Усата тем временем проснулся, чтобы дать Блурину на завтрак какой-то фрукт из столовой. Хукуру также присутствовал и вел себя очень мило, чтобы получить немного фруктов. Но Усата до сих пор не забыл, как Хукуру обманула его и отказался снова попадаться на его уловку. Когда пришла Роуз, она была ошеломлена милым общением с Блюном. Но она объяснила, что король дал им разрешение сохранить Блюина как собственность спасательной команды. Однако она сказала Блюину, что он должен заработать себе на жизнь. Зато был в замешательстве, когда Роуз попросила его нести Блюина во время бега. Она объяснила, что это была симуляция того, как он будет нести и спасать раненых солдат во время битвы. Усата думал, что это будет просто, однако Роуз приказала ему бежать быстрее. В то же время Тонги и Мил устроили ему засаду, моделируя, как армия демонов попытается его убить. Хотя ему удалось сбежать, ему напомнили, чтобы он оставался сосредоточенным. Перед тем, как продолжить, хочу сказать, что вы можете поддержать мое творчество донатом. Все, кто задонатит любую сумму, будут появляться в начале каждого видео. Ссылку на донат можно найти в описании. Заранее спасибо. Усата не смог долго продолжать. Лежа на земле в полном изнеможении, Роуз объяснила, что силы у него заканчиваются быстрее, так как люди чувствуют изнеможение от нервозности, страха и нетерпения, особенно на поле боя. Она также добавила, что ему нужно к этому привыкнуть, чтобы он мог обрести силу духа и решительность. Затем она попросила его побегать по замковому городу, неся с собой медведя. Горожане забеспокоились, увидев синего гризли в центре города, но потом успокоились. В то же время Блюин проснулся, почуяв что-то. Это был фрукт, который он ел на завтрак. Усата было любопытно, что это за фрукт, поэтому старушка объяснила, что это фирменное блюдо королевства. Усата также спросил, почему все такие спокойные, несмотря на то, что он несет на спине монстра. Старушка объяснила, что они уже привыкли видеть устрашающих на вид мужчин из спасательной команды, так что теперь их почти ничего не пугает. Он поблагодарил ее и пообещал купить фруктов в следующий раз, но она дала ему один в качестве угощения. По пути в королевский дворец он встречает Оргу, который также является целителем и членом спасательного отряда. Орга рассказывает ему, что герои и рыцари находятся в наибольшей опасности в войне. Через некоторое время Усата отправляется в королевский дворец. На удивление ему позволяют войти в замок с Блурином. Затем он встречается с Инуками. Инуками мгновенно влюбляется в Блурина. Она пытается его погладить, но получает отказ. Усата также лечит руку Инуками, которая была вся в синяках от тренировок с мечом. Инуками также говорит, что Кадзуки покинул королевство, чтобы сразиться с монстрами и получить немного опыта. Инуками также упоминает, что она тоже отправится в экспедицию вслед за Кадзуки. Поэтому Усата решает помочь Инуками и Кадзуки во время войны. Через некоторое время Усата говорит Роуз, что он готов, и он скорее всего не будет сражаться или уничтожать врагов, но он обязательно спасет Инуками и Кадзуки. Усата был озадачен тем, почему его попросили сопровождать Инуками в ее тренировках. Роуз объяснила, что его также просили присоединиться к Кадзуки, однако Роуз отказалась, поскольку в это время он только что вернулся из леса. И добавила, что они не могли отказать королю во второй раз. Но она сказала Усата просто успокоиться. Во время тренировки Инуками была рада, что Усата присоединится к ее тренировке с Блурином. Она спросила, пытается ли он помочь им сблизиться, но Усата отрицал это. Поэтому она пожаловалась на его безразличие. После чего она познакомила Усата с рыцарем Аруку и магом Корин. Пока они приветствовали друг друга, Роуз напомнила Инуками, чтобы они не переоценивали магию исцеления, поскольку она ничего не сможет сделать, если они умрут. Инуками кивнула, но Роуз была уверена в способностях Инуками, зная, что Сиглис ее обучил. Затем она сказала Усата, что у нее нет для него никаких советов.
Усата был удивлен, но он подумал, что это лучше, чем получать ее оскорбления. В то время как Кадзуки практиковался в фехтовании, принцесса Селия была расстроена. Она думала, что он слишком старается, поскольку он только что вернулся с тренировки. Однако он заявил, что с ним все в порядке. Она покраснела, когда поняла, что подошла слишком близко к нему. Инуками рассказала, что место их назначения — это тот же лес, в котором был Усата. Усата задавался вопросом, будет ли Блурин испытывать ностальгию после возвращения туда. Инуками предложила нести Блурина, но потеряла сознание, не в силах вынести его вес. Они заметили, что кто-то их поджидает. Увидев, что их обнаружили, вышли бандиты и сказали отдать им все вещи. Усата думал, что они совсем не страшны, в то время как Инуками была рада наконец встретиться с настоящими бандитами. После того, как они разобрались с бандитами, на них внезапно напало стадо кабанов. Блурин защитил Усата, однако он с Инуками был отправлен в полет. Усата постоянно использовал свою исцеляющую магию, чтобы обезопасить Инуками и себя, но их бросили в реку. Усата понял, что именно здесь он сбежал от семьи Блурина. Он вспомнил, что там был водопад впереди, поэтому он немедленно предупредил Инуками. Усата проснулся от того, что Инуками пыталась унести его, но Усата объяснил, что просто отдыхал после того, как вытащил ее из воды. Их текущее местоположение было там, где его тренировала Роуз. Усата немедленно проверил их вещи, и когда он был разочарован тем, что у них не было еды, Инуками спросила, почему они не пытаются покинуть это место как можно быстрее. Усата объяснил, что уже почти темно и погода тоже не очень хорошая, поэтому им лучше уйти на следующее утро. Инуками согласилась, поэтому Усата предложил переночевать в пещере. После чего Усата попросил Инуками сменить ее мокрую одежду. Она попросила Усата не подглядывать, но ей было обидно, что Усата это даже не пришло в голову. Позже Инуками использовала магию, чтобы ловить рыбу. Тем временем Кадзуки узнает, что Усата и Инуками пропали. Он бросается им на помощь, но Роуз останавливает его. Она говорит, что поскольку Усата с Инуками нет необходимости беспокоиться. Роуз считает, что на следующее утро они придут. Усата и Инуками только закончили есть, и Усата заметил, что Инуками уже хочет спать, поэтому он предложил постоять на страже и дать ей поспать первой. Однако она хотела позволить Усата сначала отдохнуть, так как он использовал свою исцеляющую магию, поэтому она беспокоилась, что это утомило его. Прежде чем Усата смог заснуть, Инуками спросила, что он чувствует по поводу того, что его призвали в их нынешний мир. Усата подумал, что это сложный вопрос, так как он хотел вернуться, но также хотел остаться в их нынешнем мире. В то время как Инуками заявила, что она не хочет возвращаться. Усата спросил почему, однако он уже мог догадаться, что их нынешний мир ей нравится больше предыдущего. Инуками объяснила, что она всегда хотела освободиться от всех оковий и наконец получила свободу, которую хотела. Усата думал, что это нормально так себя чувствовать. Он объяснил, что сначала он просто не хотел вставать у них на пути, однако будучи частью спасательной команды, он хочет защитить Инуками, Кадзуки и жителей королевства. Инуками думает, что Усата стал очень надежным, в то время как Усата сказал, что Инуками стала лучше, поскольку она была неприкасаемым цветком в их предыдущем мире. Инуками была рада это услышать, она заявила, что предпочитает более близкие отношения, чем просто восхищение. Усата почувствовал себя застенчивым, услышав это, и сразу же притворился спящим, в то время как Инуками была просто рада, что смогла поговорить с Усата. Блюрин находит Усата и Инуками, и они наконец возвращаются. Через некоторое время король вызывает их, но выражает облегчение по поводу того, что с Усато и Инуками все в порядке. После этого Усато встречает Кадзуки. Кадзуки рад, что с ним все в порядке. Тем временем Роуз узнает, что монстры бегут от чего-то опасного. Король сразу понимает, что армия короля демонов наконец-то начала движение, поэтому король призывает подготовить армию. После этого король и Роуз проводят приватную беседу. Король призывает Роуз наблюдать за передвижением армии короля демонов. Затем он спрашивает Роуз, рассмотрит ли она возможность вернуться на свой пост командира батальона. Но Роуз отказывается. Как выясняется, Роуз покинула свой пост, будучи командиром батальона, потому что она не могла простить себя. Роуз потеряла всех своих подчиненных из-за своей ошибки на поле боя. В результате Роуз создала спасательный отряд, чтобы спасти как можно больше жизней. Но она также говорит, что нашла того, кого не так легко убить, и у которого есть сила воли. Другими словами, Усата. Тем временем армия повелителя демонов строит мост, чтобы пересечь реку. Затем Амила выражает недовольство тем, что Черный рыцарь не выполняет ее приказ. Через некоторое время Роуз наконец-то достигает места, где армия повелителя демонов строит мост. Она бросает ствол дерева и разрушает мост, тем самым задерживая передвижение армии. В то время как Усата отправляется доставить письмо. Граждане удивляются, что Усата не бегает и не несет никаких тяжестей. По прибытию в пункт назначения Усата обнаруживает, что это клиника Флор, которой управляет Орга и его сестра. Поэтому Усата сразу же доставляет ему письмо. После того, как Усата уходит, Орга сообщает сестре, что скоро начнется война, и они были призваны.
Возвращаясь, Усато встречает девушку по имени Амако. Амако использует свою таинственную силу, чтобы показать ему будущее, в котором Минуками и Кадзуки умирают от рук Черного Рыцаря. Таким образом, Амако подсказывает ему принять необходимые меры, чтобы избежать этого трагического будущего. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Если да, то подпишитесь и поставьте лайк, чтобы поддержать мой канал.